Доброго всем дня! Сегодня у нас 3 октября 2023 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Погода, конечно же, уже осенняя, несмотря на то, что сегодня, в отличие от вчерашнего дня, солнышко. Вчера было пасмурно, хмуро и уныло. Сегодня солнышко, щебечут птички. Не знаю, будет вам слышно. Надеюсь, что вы слышите, как они поют. Вчера они даже не пели. Вот. Но чувствуется уже осень, потому что сейчас на градуснике 13 или 14 градусов. Вот так вот. Холодно, да? Ну как холодно. Если сравнивать, конечно, с зимой, с минус 20, кто-то мне сейчас напишет, что у нас сейчас прекрасная погода и жарко, но у меня, я не знаю, видно вам даже нос красный, прохладненько. Сразу чувствуется, что уже наступила такая осень. И листики как-то резко стали опадать и желтеть. Я вышла, мне тут нужно пробежаться по делу, и как раз решила для вас записать видео. Вчера посмотрела... кстати, что касаемо обстановки, сейчас у нас была воздушная тревога, ночью была воздушная тревога, и ни одна, взрывов я не слышала, возможно, крепко спала. Еще ночью проснулась, не спала несколько часов. В скором времени расскажу, почему, что же случилось. Пока не буду говорить, дабы не сглазить. Очень надеюсь, что в скором времени случится одно знаменательное для меня событие, но я, конечно же, поделюсь с вами, с моими друзьями. Вчера посмотрела такой ролик, просто замечательный. Кто спрашивал, какие я смотрю YouTube-каналы, я смотрю различные YouTube-каналы, в том числе раскопки, барахолки. В общем, один канал. Я на него подписана уже несколько лет, возможно, даже года 4. Не помню, как он называется. По-моему, назад в прошлое, что-то такое. В общем, человек, он копает, лазит по разным заброшкам, по чердакам, ходит с металлодетектором. В общем, и он как-то показывал свой музей. Музей у него состоит преимущественно из его личных находок. Вот все, что он нашел на чердаках, в домах. И представьте себе, однажды он уже показывал свой музей, и несколько дней назад он снял вторую часть, продолжение, свой музей, так как сейчас он выглядит. Он там все сделал своими руками, все экспонаты найдены своими руками. Очень интересно, вы же знаете, кто в курсе, что я планирую сделать свой музей частный. Сейчас, конечно, вы напишите, что не время. Да, сейчас не время, но война обязательно закончится, и музей будет. Я в этом даже не сомневаюсь. Но, по крайней мере, я этого очень сильно хочу. А если что-то хочешь, то это обязательно сбудется. Пока не буду рассказывать, как я это все себе представляю, потому что сначала сделай, потом рассказывай. Но планы такие есть, и я очень вдохновляюсь такими видео, такими каналами, такими людьми, которые... Кто ищет, тот всегда найдет, и это действительно так, это действительно правда. Так, еще хочу сказать, ко мне в субботу, по-моему, приходила, я вам забыла об этом рассказать, а это, в общем, я тут стою, рассказываю, уже собака пришла ко двору на мой голос. Пришла остановиться возле одного двора, рассказать вам. В общем, в субботу ко мне приходила женщина, она там у меня кое-что купила, и она не смотрит мой канал, чисто случайная покупательница на барахолке. Она мне рассказала, что она приехала из Киева. В 3-й или в 4-й раз она на нашей харьковской барахолке. Очень впечатлила ее наша харьковская барахолка, в хорошем смысле этого слова. Очень понравилось. И вот она подметила, мы с ней пообщались на эту тему, она говорит, что харьковская барахолка очень сильно отличается от киевской барахолки. На ней нет тех предметов, которые есть на киевской барахолке, но на ней есть очень много предметов, которых днем с огнем не сыщешь в Киеве. Это есть в Харькове. То есть, естественно, я это давным-давно заметила, кто поездил по разным городам,
Ну, мы не будем брать вообще, естественно, если взять по разным городам и странам, то понятно, что все будет отличаться. Но мы здесь вот конкретно говорим внутри страны, да. Кто поездил по разным городам Украины по барахолкам, тот знает, что у нас очень сильно отличается по разным регионам то, что вы увидите на барахолке. Вещи будут очень сильно отличаться. И когда вот происходил антикварный слет в Киеве, то, естественно, всегда с разных регионов люди привозили больше всего разных товаров. Ну, я могу привести вот пример. Даже эта женщина сказала, Инна ее зовут, что вот у вас мало, допустим, украинской какой-то керамики, которой много в Киеве, Киевской области. Хотя у нас украинский фарфор встречается, я вам показывала. Но керамика реже. Хотя тоже есть. Сейчас такой бум на украинскую керамику в определенных кругах. Поэтому, да, у нас в Харьковской области, в Харькове, естественно, этого меньше. Но у нас всегда было больше книг, больше литературы. Просто ее конкретно литература не интересовала, но я-то знаю, что у нас всегда, вот несмотря на то, что Киев, казалось бы, столица, да, но здесь всегда находили библиофилы в Харькове, раритетные издания, просто уникальнейшие, различные букинистические, библиофильские. Ну, потому что, наверное, такой научный центр сосредоточен. Первый университет у нас все-таки был на всей нашей территории, во всей Украине. Первый университет в 1805 году открыт, естественно, в Харькове. Поэтому здесь всегда было сосредоточено очень много таких ученых умов. И что касаемо литературы, старой, редкой, то здесь ее очень много. А вот если мы возьмем Западную Украину, то я вам хотела бы сказать, что вот они преимущественно сохранили очень много церковной литературы своей и 17 века, и 18 века, ну, естественно, 19 век. Больше всего всегда на Западной Украине сосредоточено. Они эти книги передавали из поколения в поколение. И, ну, в общем, все антикварщики и так это все знают. Это я рассказываю просто, я думаю, вам будет интересно. Ну, и там в основном такие львовские издания, местные издания. Вот больше всего я всегда смотрю, у нас это очень много поуничтожалось, наших церковной литературы. У них различные Евангелия, они их сохранили. Но у них днем с огнем не сыщешь, естественно, тех книг, которые продаются, которые находятся у нас. Так что все кардинально отличается от региона к региону. Что людям удалось сохранить из антиквариата, из антикварных вещей. Я, естественно, больше всего, я не знаю, как это. Знаете, зачастую люди руководствуются, возможно, неосознанно, всегда таким, что хорошо там, где нас нет, вот всегда куда-то хотят не там, где они находятся, не там, где живут, и думают, что вот если бы я жила или жил там, то я бы, конечно, находил, я бы покупал, а не в том-то месте я живу, а я как раз... Не знаю, почему, повезло мне, наверное, с мышлением. Я считаю, что я живу в идеальнейшем месте. Я считаю, что вот для меня, как по мне, для моей души, для того, что я люблю, для тех вещей, которые больше всего я обожаю, естественно, фарфор старый наш, родной. И вот, пожалуйста, холодный воздух, и уже начинает побаливать горло. Хотя он еще не такой уж и холодный, да? И различные книги тоже для меня самое вот любимое, это то, что, естественно, сосредоточено у нас. Так что очень много чего хочется сказать по этому поводу, но тогда видео будет слишком длинным. Друзья, я буду по мере возможности рассказывать в своих видео что-то вам интересно о находках. Смотрите шортс. В шортс я в ближайшее время планирую выкладывать различные видео. Кто не знает, шортс — это такие коротенькие видео, они есть в разделе. Если вы зайдете на мой YouTube канал,
Там вы увидите видео, шортс, трансляции. Вот в шортс я буду выкладывать что-то интересное, связанное с антикварными находками и с историей этих находок. Так что не пропустите. Не забывайте подписаться на канал, кто еще не подписан, мне будет приятно. Не забывайте поставить лайк этому видео. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.